всего на 9 квадратных метрах разместить спальное место, диван, шкаф, библиотеку и зону ТВ. Это небольшая евро-двушка, 33 квадратных метра. Задача была наполнить квартиру большим количеством мест хранения. Диван на самом деле находится под этой кроватью. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Добро пожаловать в мой новый проект. Меня зовут Бунак Елена, я дизайнер интерьера. Мы с вами уже трижды встречались на платформе In My Room. Ссылочки мы оставим обязательно в описании к этому видео. А сегодня я расскажу вам про квартиру, которая находится на юго-востоке Москвы. Она всего 33 квадратных метра площадью, но на ней мы разместили целую 11-кубовую грузовую газель хранения. А еще расскажу про то, как всего на 9 квадратных метрах разместить спальное место, диван, шкаф, библиотеку и зону ТВ. Мы с вами находимся в ЖК Balance. Это небольшая евро-двушка, 33 квадратных метра. Соответственно, у нее есть кухня-гостиная, спальня и один санузел. Заказчик здесь зрелый мужчина, ему около 50 лет. Он такой очень вежливый, импозантный, высокий. Это, кстати, важный момент. Красивый, прямо от сердца сейчас отрываю, если что, у меня есть телефон его. Мужчина, который планировал эту квартиру для проживания себя, возможно, со своей парой. Эта квартира была с ремонтом от застройщика, и сначала я, получив фотографии, подумала, что нужно будет ее оформить под сдачу. Но все оказалось совсем иначе. Заказчик запланировал ее для постоянного проживания и захотел сделать качественный, серьезный ремонт. Планировочное решение сложилось, исходя из того, как оно было задумано застройщиком. То есть это большая кухня-гостиная, спальня и санузел. Мы перегородки никакие не двигали. Мы заменили напольное покрытие, да, мы заменили плитку в санузле, мы расширили и сделали выше дверные проемы, потому что я сказала, что заказчик очень высокий мужчина. И мы слегка подвигали электрику и скорректировали сантехнику. Мы также оставили остекление застройщика, радиаторы и конвектор отопления, а также частично сантехнику. Задача была наполнить квартиру большим количеством мест хранения, и с этой задачей мы справились всего за 3 миллиона рублей. В итоге у нас получилась небольшая зона прихожей, зона кухни-гостиной, спальня и совмещенный санузел. Давайте скорее начнем наш рум-тур. У In My Room есть свой телеграм-канал, там собраны интересные интерьерные идеи, скидки и акции от партнеров, а еще анонсы к новым видео. Ссылка под этим видео. Давайте начнем с самой главной зоны, с кухни-гостиной. Кухню эту мы изготовили полностью на заказ. Она сделана из МДФ, фасады в пленке, корпусы ЛДСП, а столешница и фартук – это акрил или искусственный камень. Хотела сказать еще по поводу фартука. Впервые использую абсолютно однотонный акриловый камень. Почему такое решение? Потому что совершенно случайно в образцах я увидела цвет абсолютно совпадающий с цветом стены. Мне показалось, что это будет правильно, никак его здесь не акцентировать, сделать максимально нейтральным, так, чтобы было полное ощущение, что это просто стена. Но на самом деле это бесшовный материал, отлично моется, устойчив к загрязнениям и царапинам. И мне кажется, сюда он очень-очень вписывается, потому что у нас достаточно активная столешница. И здесь первое, от чего мы избавились в ремонте от застройщика, это от напольного покрытия, потому что выглядело это странно, какой-то кусок кварц-винила и непонятный маленький аппендикс занимала плитка еще и с жутким порошком. В качестве напольного покрытия мы выбрали каменно-полимерную плитку, которую уложили единым контуром практически по всей квартире. В своих проектах я часто использую SPC-ламинат. Благодаря своему составу и специальному замковому соединению он 100% влагостойкий.
Покрытие сочетается с системами теплых полов, не деформируется от ударов тяжелой мебели. Ее можно легко уложить на большой площади без швов и порожков. Чаще всего я выбираю покрытие от Alpine Floor. Для этой квартиры мы выбрали коллекцию Sequoia в оттенке натурального дерева. Узнайте подробнее о покрытиях от Alpine Floor по ссылке в описании к ролику. Наверное, самым удивительным из пожеланий от заказчика для меня было то, что он попросил поставить полноценную кухню без барных стоек, с хорошим раздвижным столом, потому что он очень любит готовить. Именно поэтому планирование кухонного гарнитура стало отправной точкой. Застройщик уже вывел розетки, силу, канализацию, воду, какой-то свой, наверное, проект. Даже уложил фартук на стены. Но мы это демонтировали все, потому что нужно было кухню сделать больше. Обязательно нужно было расположить посудомоечную машину. Здесь она небольшая, на 45 сантиметров. А еще самой сложной, наверное, для меня задачей было обыграть и спланировать вот эту зону мойки и того пространства, которое находится под мойкой. На плане, на виде сверху, да, вроде бы все так хорошо складывалось. Но когда мы стали планировать с мебельщиком эту кухню, стало понятно, что эта перегородка завалена, та завалена, угла нет. В общем, было все очень сложно, а мы сильно не равняли стены. И счет шел буквально на сантиметры. Особенно я намучилась этой мойкой, потому что хотела сделать ее максимально вместительной, чтобы удобно было в том числе и пользоваться ей, не только посудомоечной машиной. Соответственно, что мы сделали? Мебельщики вырезали стенку у этого блока, у этого шкафа. И когда мы планировали акриловую столешницу, мы просто увеличили максимально, насколько это возможно, ее размеры мойки, так, чтобы она не задевала выдвижные выкатные корзины, которые находятся в угловом боксе. Такое решение позволило нам иметь и большую мойку, и разместить в этом небольшом узком шкафчике ведро полноценное выкатное. Купила я его, кстати, в одном известном строительном гипермаркете. Очень мне нравится механизм, что оно с крышкой. Обратите внимание, что там мы не видим фильтра, а фильтр спрятался вот в этом углу, к нему есть доступ, и при этом он не занимает пространство под мойкой, которое всегда у нас дефицитное. Холодильник мы интегрировали, конечно же, в мебель, навесили фасады, так, чтобы он сильно не выделялся, не смотрелся громоздким. Он разделен на холодильную камеру и морозильную, а над ним очень интересные фасады, как вы могли заметить. Он сделан из МДФ и покрыт той же пленкой, что и вся кухня. Сделан он для того, чтобы через него была естественная тяга вентиляции. Ну и, конечно же, это дополнительное место для хранения. Верхние модули мы сделали до потолка практически высотой, так, чтобы они не резали лишний раз пространство. За ними полочки для хранения, а здесь пространство для сушки. За остальными верхними шкафчиками просто полочки. В вент-канал мы поставили тройник, соответственно, одна тяга у нас естественным путем, а вторая тяга – это принудительная вытяжка. Поскольку нам нужно было, я напомню, максимально обеспечить эту квартиру местами для хранения, соответственно, просто тумбы под телевизор мы не могли обойтись, поэтому я придумала такое решение – продлить по глубине верхних шкафчиков дальше мебель, визуально поделить зону ТВ и зону кухонную вот такой витриной. Она получилась с зеркальной задней стенкой, с дополнительной подсветкой, чтобы визуально облегчить ее, да, каким-то образом, и создать ощущение какого-то Нарнии, да, что там что-то как будто бы есть. Поскольку добавлять каких-то фактур мне не хотелось сделать всю эту мебельную конструкцию максимально единой. Единственное, с чем я могла, скажем так, поиграться, это с вариантами ящиков и шкафчиков. Сюда добавился горизонтальный вместительный ящик. По низу совершенно одинаковые 3 секции с хранением с полками. И немного разнообразила верхнюю поверхность вот этой тумбы, сделав ее из ЛДСП в цвет пола. Соответственно, нужно было каким-то образом
скомпенсировать вот такой большой телевизор, который захотел заказчик. Сверху мы повесили достаточно объемную антресоль, она вместительная, но при этом глубина всей этой конструкции, как я сказала, совпадает с глубиной верхних шкафчиков. То есть это вместе с фасадами 32 сантиметра. Изначально по плану диванчик планировался чуть более компактный, но потом выяснилось, что все-таки нужно полноценное второе спальное место, потому что к заказчику могут приехать гости или взрослые дети остаться с ночевкой, ну или просто вечером перед телевизором захочется слегка вздремнуть. Кстати, похожий диван вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. И поскольку диван у нас достаточно большой, вместе с подлокотниками он 2 метра 30 сантиметров, насколько я помню, соответственно, под стол осталось не так много пространства. Он 90 сантиметров в диаметре, он раскладывается, и найти его было, как непросто. Ну и поскольку здесь все такое светлое, да, бежевенькое, вроде бы логично было бы предположить, что сюда стол встал бы какого-нибудь там цвета, например, слоновой кости, но не тут-то было. Мы с заказчиком решили здесь оторваться по полной и в этой зоне добавить красок. Ну а раз речь зашла про краски, то, конечно, оттолкнуться мы решили от живописи. Я шерстила современных художников, направляла заказчику варианты живописи, и остановился он вот на этой картине. Автор Катерина Бим, и называется эта картина «Прорыв». И, соответственно, все остальное цветовое решение, оно, конечно же, было основано на тех красках, которые использованы в картине. И вот эти яркие, сочные, немного осенние краски мы взяли из картины и точечно добавили их в текстиль. Появились таким образом у нас подушки, необычная обивка у стульев, а еще шторы с электроприводом и сюрпризом. Сейчас я вам покажу. Когда они задвигаются, а они полностью blackout, появляется вот такая полосочка тоже в цвет нашей картины. Здесь, конечно, нам на руку сыграло то, что от застройщика были установлены обычный радиатор в спальне, а здесь конвектор внутрипольный. Мы его не меняли, он достаточно хорошо греет. Здесь панорамное окно, ничто не мешает открыванию, светло, тепло и уютно. Вообще рекомендую всегда группу в гостиной собирать в единую картинку. Да? А что у нас обычно собирает? Это ковер и какая-то зона на ковре. Здесь у нас не было возможности, к сожалению, разместить классический традиционный столик придиванный, но поскольку был запрос от заказчика еще дополнительно где-то рабочее место расположить, пришлось вот таким вот образом придумывать, совмещать и кофейный придиванный столик, и рабочее место в одной вот такой вот конструкции, которую, кстати, мы сделали не на заказ, а нашли готовую, очень удачно. Со столом, как я уже сказала, мы намучились, потому что найти круглый стол с одной центральной ногой, так, чтобы он был в нужном цвете, да еще и с диаметром 90 сантиметров, ну, оказалась какая-то непосильная просто задача. Потому что в основном они все, во-первых, от метра в диаметре, а во-вторых, как правило, это цвет совершенно нам сюда не подходящий. Но заказчик строго-настрого сказал, что обязательно стол должен быть раскладным, чтобы можно было его всегда передвинуть к дивану и разместить за ним вплоть до 6 человек. Я поставила сюда, в эту группу, 3 стула. Думаю, что если большее число гостей будет, всегда можно воспользоваться пуфиком, разместиться на диване. Как я сказала, нога у стола центральная. Когда вы выбираете круглый стол, это, на мой взгляд, большое-большое преимущество, да, потому что это гораздо удобнее. А здесь, помимо всего прочего, у нас еще есть стулья с интересным механизмом, чтобы можно было выйти из-за стола, не отодвигая стул. Он вот так вот крутится в разные стороны. И с этим механизмом все стульчики, мне кажется, это убережет дополнительно напольное покрытие, но и вообще это удобно выйти с полным животом из-за стола просто. Поскольку здесь пространства маловато, мы не могли себе позволить каких-то богатых люстр в большом количестве, но одну все-таки я отстояла. Мы выбрали каскадный вариант со стеклянными плафонами, и цвет у этих плафонов тоже, конечно же, сочетается с текстилем картины и столом.
Остальное освещение – это в основном точки со светодиодными лампочками. Поскольку потолок у нас натяжной, конечно же, это все планировалось заранее для того, чтобы можно было вывести закладные элементы и под люстру, которая на такой большой розетке, и под точечные встраиваемые светильники. Все эти светильники включаются совершенно разными клавишами, поэтому можно регулировать уровень освещенности в течение дня. Здорово еще, что изначально от застройщика были дополнительно сконструированы вот эти короба возле окна. За них мы также расположили светодиодную ленту с рассеивателем и с трансформатором. И это тоже как дополнительный вариант сценария освещения. Как я уже сказала, потолок здесь натяжной, он с теневым профилем примыкания к стенам. И для того, чтобы его вот таким образом установить, мы сделали над всей мебелью фальш-панели. К ним уже мы крепили непосредственно теневой профиль, натягивали потолок. И он у нас идет единым контуром, естественно, от кухни-гостиной в прихожую. Помимо потолка и пола также единым контуром идет отделка стен. Здесь обои, они моющиеся, имеют такую нейтральную фактуру и цвет. Прихожая, конечно же, небольшая, но очень здорово, что сейчас в современных планировочных решениях, которые предлагают застройщики, уже, как правило, выделена ниша под шкаф для верхней одежды. Шкаф небольшой, у него зеркальные створки. И тут я вам покажу свой первый промах. Я обожаю рассказывать о своих косяках. По проекту изначально он делился створками на две части, то есть высокая створка и антресольная. Но в последний момент забыли про кондиционер. Теперь у нас правая створка бьется зеркалом о кондиционер. Мы пока никак не решили эту проблему. Заказчик сказал, что ему все хорошо, он будет очень аккуратно пользоваться. Но я уверена, что это до первых гостей. Если он не закричит им вовремя «открывайте только левую», то, в общем-то, я думаю, что зеркало, скорее всего, разобьется. Ну, посмотрим, как это все выживет. Если что, просто заменим. Шкаф у нас делится функционально на две части. Это часть для хранения верхней одежды и обуви, и хозяйственный вот такой уголок. Причем уголок в прямом смысле. Я горжусь этой зоной, потому что она максимально компактная, но при этом здесь размещается и пылесос, и швабра, и складные ведра, и вся бытовая химия. А розетка, кстати, была тоже там выведена застройщиком, мы не стали ее переносить, просто вот таким образом сквозь полку провели провод, подключили пылесос. В основной части шкафа у нас еще спрятан электрощиток и сверху все слаботочные сети. Итого по размерам получается, что хозблок это примерно 40 сантиметров, но с учетом скошенной створки, конечно, пространства там немного. И где-то примерно метр – это створки основного платяного шкафа. Изначально застройщик установил кондиционер, но он висел в гостиной примерно над диваном. Конечно, он бы испортил там весь вид. Мы его переместили над входной дверью. Я часто так делаю, мне кажется, это решение максимально правильным, когда это всего-навсего, да, там евро-двушка или однокомнатная квартира. Таким образом, он охлаждает сразу два помещения. Нет необходимости ставить отдельно и без того в маленькой комнате дополнительный кондиционер. В это маленькое пространство выходят сразу три двери. Дверь в спальню, в санузел и непосредственно сама входная дверь. Межкомнатные проемы мы увеличили по высоте. Теперь у нас двери по полотну 2,20 вместо стандартных 2 метров. Мы не меняли открывание, но мы заменили дверь входную. Какая была история? Изначально от застройщика открывание было сделано неверно, на мой взгляд. Дверь открывалась в сторону шкафа. То есть заходишь, нужно сначала пройти в грязной обуви дальше, чтобы закрыть входную дверь, только потом будет доступ к шкафу. Мы дверь заменили, исправили открывание, но при этом мы не нарушали пожарных норм и не стали делать открывание наружу, потому что там достаточно узкий коридор. Какой важный нюанс? Поскольку нам нужна была абсолютно светлая, такая же, как и межкомнатные двери, вот эта сторона, а это накладная панель, раму металлическую мы также заказали светлую. Но знаете, что эта светлая рама
будет видна и с той стороны, со стороны коридора. А там у нас такие черные наличники, единые, да, по всему коридору. В общем, пришлось помучиться, чтобы всю эту светлую раму потом этими наличниками закрыть. Кроме шкафа не вижу здесь, да, никакой возможности разместить какое-то место, куда присесть, кроме как вот такой круглый пуфик. Он, кстати, по цвету сочетается со всей остальной мебелью. Его можно при желании переместить куда угодно. И ноги закинуть перед диваном, да, и как дополнительное место за столом использовать. И за ним у нас прячется дополнительная подсветка, вот такая ночная, заказчик очень попросил ее сделать, для того, чтобы ночью или вечером, да, была какая-то легкая рассеянная освещенность, чтобы можно было встать, дойти там на кухню, да, или в санузел. Ну, а это та самая микроспальня. Здесь всего 9 квадратных метров. Конечно, это не гуманно. Умоляю, застройщики, перестаньте так издеваться над людьми. Но, тем не менее, пришлось здесь разместить абсолютно все хотелки заказчика. Первое, что мы видим, конечно же, это спальное место. Оно полноценное, 1,60 м на 2 метра. Куда же здесь, казалось бы, еще поставить диван, да? Но досмотрите до конца, я обязательно покажу. Конечно же, в спальне должно быть полноценное хранение для одежды. Это шкаф глубиной 60 сантиметров. Там есть зона для плечиков и створка отдельно с полками и ящиками. Помимо этого мы не стали, конечно же, разбрасываться ценными сантиметрами. Сделали не просто прикроватные тумбы, а целую систему выстроили вокруг изголовья. В нижней части этих колонн импровизированные тумбочки. Над ними ниши с подсветкой и с дополнительным управлением освещения, чтобы можно было сразу из кровати выключить светильники. Дальше зона импровизированной библиотеки, тоже с подсветкой. И антресольная зона для дополнительного хранения, в том числе некоторых деталей от того самого дивана. В зоне, где человек достает одежду и переодевается, мы расположили на стене зеркало в полный рост. И заказчик очень просил большой телевизор, поэтому на этой стене больше ничего и не удалось разместить. Шторы здесь, так же как и в гостиной, управляются с пульта, они blackout, что очень удобно, несмотря на малые размеры помещения, все равно хочется шторы задергивать уже лежа в кровати. Глубина вот этой конструкции всего 30 сантиметров. Соответственно, она немного забирает пространство от платяного шкафа. За этой створкой находятся штанги, да, и доступ туда, в общем-то, свободный. Створки мы сделали также в полный рост, чтобы можно было открыть и видеть все сразу. Мужчина у нас высокий, как я уже говорила. Соответственно, 2 штанг на приличной такой высоте вполне достаточно для одежды. Габариты, получается, каждой створки примерно 50 сантиметров, ну и плюс пространство, которое перекрыто вот этой зоной изголовья. Отделка этого шкафа фасадов – это точно такая же пленка, как и на кухонных фасадах, только вот эта филенка имеет немного другой рисунок. Торцевую часть шкафа мы сделали точно таким же фасадом, только он имеет фальш-функцию, да, фактически. Вот этот узкий коридор, он был таким изначально. Мы поставили все-таки максимально широкую дверь по полотну. Установили ограничители. Кстати, обратите внимание, в последнее время я стараюсь использовать вот такие прозрачные на клеевой основе, потому что в последнее время очень часто такая беда, что маловато пространства и очень страшно попасть, да, например, в систему отопления, потому что обычные фиксаторы для двери, они все-таки достаточно глубоко крепятся в пол. Ну а теперь где же диван? Диван на самом деле находится под этой кроватью. Это система откидной кровати с нижним модулем дивана, который никуда не нужно отодвигать, его не нужно прятать. Он остается там под матрасом. Мы сделали заднюю стенку у этой импровизированной кровати точно в той же ткани, чтобы не разбивать цветовое решение и не добавлять каких-то еще дополнительных фактур. Соответственно, вот эти подушки – это уже подушки дивана, которые можно отсюда убрать и поставить в виде спинки этого небольшого диванчика. Поскольку основную часть стен здесь занимает мебельная конструкция, фактически видимой остается только фронтальная стена, на которую человек смотрит, когда просыпается.
Поэтому заказчик попросил ее не делать совсем однотонной. Мы сохранили ее в тех же оттенках, что и вся квартира, но выбрали обои с таким небольшим рельефом, очень ненавязчивым. Радиатор отопления здесь, так же как и в гостиной зоне, мы сохранили от застройщика, но здесь он не конвекторного типа, а трубчатый алюминиевый радиатор. Греет хорошо, мы не стали его менять, и вид у него абсолютно достойный. И повторюсь, что очень здорово, что изначально были вот эти дополнительные короба, которые создают нам возможность сделать карниз невидимым и дополнительно туда спрятать подсветку. Соответственно, здесь LED-лента точно такая же, как и в гостиной. Потолок здесь натяжной, с точно таким же теневым профилем. Освещение в основном точечное, то есть это зона прохода вдоль телевизора и небольшие два спота там, где расположен шкаф. Вот эта подсветка в витринах, у которых точно так же, как и в гостиной, у витрины зеркальная задняя стенка, она фактически выполняет роль ночника. То есть, на мой взгляд, очень удобно, что она не бьет в глаза. Да, ее невозможно сделать направленной, но тем не менее при ней можно читать, но она не слепит. Подписывайтесь на все площадки In My Room, там много классных идей для интерьера. А если вы хотите стать участником рум-тура, пишите вот на эту почту и присылайте свои фотографии готовых интерьеров. В этой ванне мы от застройщика оставили непосредственно саму чашу и инсталляцию с унитазом и с кнопкой. Добавили гигиенический душ, чуть-чуть сдвинули по габаритам эту всю конструкцию, чтобы было удобно этим пользоваться, чтобы была большая вместительная раковина. Основное, что мы серьезно вмешались во что, это вот в эту нишу, потому что она была 59 сантиметров шириной, то есть вроде казалось бы, да, подумали о том, что здесь будет, скорее всего, стоять стиральная машина, но немножечко подумали не до конца, раз оставили так мало места нам. Поэтому пришлось переложить эту перегородку, расширить до 70 сантиметров, чтобы у нас спокойно встала стиральная машина и хозяйственная часть. Изначально здесь лежала такая серенькая невзрачная плитка, заказчик попросил сразу от нее избавиться. Я предложила акцентную плитку 20 на 20 с таким узором, но в цветах, которые есть у нас в остальных помещениях. Основной базовый я подобрала крупноформатную 80 на 1,60 м керамогранит. Он лежит и на полу, и на стенах, которые, скажем так, являются не акцентными, которых немного. Вот этот короб, который закрывает инсталляцию, он был, но мы его немножечко доработали. Сделали вот такой простенок между раковиной и ванной, достроили его для того, чтобы над этим коробом сделать зеркальный шкафчик с дополнительным хранением. За вот этими створками находятся розетки и дополнительный выключатель для подсветки, которая нужна, например, когда ты бреешься или умываешься. Поскольку пространство небольшое, да, нужно было сюда разместить максимальное количество каких-то полезных и нужных штук. Да, как я сказала, что мы добавили, во-первых, гигиенический душ, во-вторых, вот это два зеркальных шкафчика с переставными полками, с розетками с дополнительными и с дополнительным источником света. В том числе мы расширили нишу над стиральной машиной, закрыли верхнюю часть хранения реечной створкой. Здесь также съемная полка для доступа к задней части стиральной машинки, чтобы можно было дотянуться и перекрыть, например, воду. Над ней расположили штангу. На мой взгляд, очень удобно на нее повесить плечики с рубашками, которые сами будут досыхать естественным путем. Помимо этого, все-таки мы расположили складную сушилку. У нее очень интересная конфигурация. Мне она понравилась тем, что, во-первых, она металлическая, она компактная. У нее есть дополнительный крючок и дополнительное крепление для сушки носочков. Сверху есть еще дополнительная антресольная полка. Там можно хранить какие-нибудь запасы. Здесь очень-очень тютелька в тютельку прям буквально встал полотенцесушитель электрический. Ввысь, да, в высоту он 1,10 м, в ширину он 45 сантиметров. Мы вымеряли так, чтобы он не мешал открыванию вот этой створки.
И на нем дополнительно есть такие прозрачные крючки, потому что не все любят так вот аккуратно развешивать полотенчики. Очень часто все-таки удобнее закинуть полотенце на крючок или повесить туда, например, халат дополнительно. Створка эта из МДФ, она тоже в пленке. Выбрали мы специально реечный фасад для того, чтобы все, что там внутри, имело возможность высохнуть как следует и проветриться. Рядом здесь есть принудительный вентилятор. Я думаю, что проблем быть не должно. Между зоной под стиральную машину и инсталляцией расположился лючок для доступа к коммуникациям. Туда мы обязательно добавили проточный водонагреватель и систему защиты от протечек. Такой нашей яркой, немного восточной плиткой мы отделали зону ванной чаши, да? И поскольку мы выстроили здесь дополнительно вертикальный короб, у нас появилась такая небольшая ниша или закуток, да, и в ней мы спрятали, наклеили полки. При входе их не видно за шторой. Установили душ хороший. Да, ванна пусть и небольшая, но она полноценная. В общем-то, менять на душевую не было никакого смысла. Из интересного здесь карниз, который встроен в натяжной потолок для душевой шторки, и сама, собственно, шторка. Поскольку высота после такой встройки карниза, да, получилась больше, чем 2 метра, а все стандартные шторки для душа, они как раз 2 метра, пришлось придумывать что-то поинтереснее. Я взяла шторку для душа и ткань обычную, совместили, заказали, чтобы нам их сшили вместе, и вот они такие интересные получились между собой. Мне кажется, они хорошо сочетаются, при том, что это разная совершенно фактура. И при этом шов на таком уровне, что верхняя ткань не будет намокать. Вообще вот этот весь узел, он достаточно сложный, но при этом мне нравится, как он получился, потому что мы сделали подвесную тумбу из влагостойкого материала, это МДФ в пленке, боковина точно из такого же материала, то есть если будет попадать какая-то влага, это будет не критично, это во-первых. Во-вторых, мы сделали 2 лючка. Первый, скажем так, для предпросмотра, да, мы его снимаем для того, чтобы увидеть вообще, есть ли у нас какие-то там проблемы под ванной. Если понимаем, что там что-то сильно течет и нам не хватает доступа, то тогда мы уже должны снять всю тумбу, да, и открыть второй лючок, чтобы иметь полноценный доступ к сливному отверстию. Соответственно, вот эта вот ниша образовавшаяся, да, она отлично вообще заполняется сложенной шторой, и она таким образом тоже защищает дополнительно тумбу от брызг. Кстати, если вы не знали, у In My Room есть подкаст, и выходит уже даже 2-й сезон. Там разные интересные спикеры болтают на темы, не только связанные с интерьерами. Так что, если вам интересно, ссылочка внизу. Вот и подошел к концу наш рум-тур. Спасибо большое In My Room и зрители In My Room, что были в очередной раз с нами. Встречаемся в комментариях, поболтаем, обсудим, и я отвечу на все вопросы.